Сентябрь — это та пора, когда выходят новые части привычных нам футбольных симуляторов, будь то eFootball или же новоиспеченная EA Football Club. Но в этом году ситуация изменилась новым футбольным симулятором, о котором мы говорим уже последние несколько лет, а в частности UFL. Именно в сентябре, как мы обсуждали ранее, должен стартовать бета-тест нового футбольного симулятора, и он потихоньку начинается. Вместе с этим Strikers объявили о том, что в их игре появятся комментаторы из СНГ, и обо всем этом и предлагаю поговорить поподробнее. Я напоминаю, что вы находитесь на канале Realistic PES, я наконец-то вернулся в строй, и возвращаемся к работе в привычном режиме. Не забывайте поддерживать это видео своим лайком, в комментариях делитесь своим мнением, и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Качественный телеграм-канал с актуальными новостями по eFootball, актуальные турниры среди игроков с денежными призами, отдельный телеграм-канал с продажей аккаунтов и телеграм-чат, в котором вы можете обсудить игру со всеми желающими. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Итак, прежде чем мы приступим к разговору о потенциальном бета-тестировании UFL, давайте обсудим те новшества, которыми разработчиками вновь поделились в рамках разработки своего футбольного симулятора. Как мы успели с вами заметить, Strikers любят прерывать вот такие вот молчания подобными роликами на своем официальном YouTube-канале, в рамках которых рассказывают о ходе разработки своей игры, рассказывают о каких-то механиках, о графике, демонстрируют обновленный геймплей, и в этот раз они рассказали про комментаторов в своей игре. Стоит отметить, что список комментаторов, который будет доступен в новом футбольном симуляторе, достаточно обширный. И что самое интересное, не обошлось без комментаторов из СНГ. И для фанатов из России, Белоруссии и Украины будут свои собственные комментаторы. К сожалению, на протяжении всего видеоролика мы не сказать, что часто их слышим, но их засветили в самом начале. Мощнейший удар! Ох, як небезпечно! Оце так бахнув! Также доподлинно неизвестно, какие именно фамилии будут комментировать игру. То есть все три комментатора, которые будут говорить на русском, белорусском и украинском языках, для нас остаются неизвестными. Ну, по сути, ноунеймы. Поскольку фамилии не раскрываются, да и сами по себе голоса не сказать, что сильно знакомые. Но стоит отметить, что подобный шаг с их стороны — это достаточно интересный ход, который может привлечь лишнее внимание. Ведь при наличии таких мастодонтов, как FIFA и PES, а ныне eFootball и EA Football Club, подобным разработчикам и новоиспеченным играм нужно как-то привлекать внимание игроков. И если не реалистичной графикой или каким-то там революционным геймплеем, то хоть подобными вот фишками. А поэтому все, что остается, так это выразить респект Strikers за работу с игроками. Ну и буквально-таки пару дней назад Strikers объявили о начале бета-тестирования UFL. Они открыли форму для закрытого и открытого тестирования для игроков, и каждый желающий мог подать свою заявку. Если я не ошибаюсь, то на момент выхода этого ролика заявки больше не принимаются, Strikers будут их обрабатывать и уже в свою очередь высылать отдельное приглашение на указанную вами почту. Все различие открытого и закрытого тестирования будет заключаться в том, что те, кто принимает участие в закрытом тестировании, естественно, не смогут распространяться об игре, не могут показывать кадры игрового процесса, не могут рассказывать о каких-то заметных багах или делиться еще чем-то подобным. В общем, все то, что мы наблюдали с вами при тестировании геймплея eFootball 2024, когда ни один кадр, если не брать игровые выставки, мы так и не получили. Конечно же, ваш покорный слуга также успел подать заявку на тестирование, и теперь буду ждать соответствующего ответа от Strikers. Может быть, они меня проигнорируют, может быть и нет, но если будут какие-то сподвижки, я, конечно же, дам вам знать в наших соцсетях, поэтому подписывайтесь. Ну а на этом наш ролик подходит
подходит к концу. Как и всегда, я буду ждать в комментариях ваше мнение касаемо всего услышанного. Как вам новость о появлении наших знакомых комментаторов на наших знакомых языках? Рады ли вы этому? Сподвигнет ли вас поиграть в игру после этого или же нет? Ну и в целом, успели ли вы подать заявку на тестирование UFL? Пишите в комментариях. Поддержите это видео своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.